Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Тише, слышишь? Север зовет, а я его голос. Следуй за мной. Я покажу тебе целый мир, удивительный и загадочный. Мир русского севера. Добро пожаловать на второй форум женщин Севера. Президиум приглашаются. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Олегович Чекунков.
Уважаемые коллеги, друзья, участники нашего форума, я хочу искренне поприветствовать всех вас. И как мы обещали на первом форуме, что мы будем продолжать эту замечательную традицию. И сегодня у нас уже второй форум женщин с Севера. Давайте начнем нашу работу. Приветствие участникам форума направил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Для оглашения приветствия я приглашаю к трибуне полномочного представителя президента Российской Федерации в Совете Федерации Артура Алексеевича Муравьева. Артур Алексеевич, пожалуйста, на трибуну. Участникам и гостям второго форума женщин с Севера. Дорогие друзья, приветствую участников и гостей второго форума женщин с Севера, который проходит в год единства народов России. Вы приехали в Москву из многих регионов нашей страны, чтобы обсудить широкий круг вопросов, волнующих жителей российского Севера. Прежде всего, это повышение уровня и качества их жизни, обеспечение экологической безопасности, сбережение самобытной культуры, традиций и обычаев коренных народов. Женщины вносят уникальный вклад в развитие наших северных территорий. Мы гордимся, что именно гражданка России в 2025 году впервые в мировой истории встала на капитанский мостик атомного ледокола. Вы трудитесь в ключевых отраслях экономики, совершаете научные открытия, добиваетесь успехов в творчестве, много сил отдаете общественной, волонтерской деятельности. Всемерно поддерживаете участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Уверен, что наш форум пройдет в конструктивном ключе, а его предложения и рекомендации будут востребованы и воплотятся в реальные дела. В этой связи отмечу и большую работу Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, его участие в организации важных, содержательных мероприятий, в реализации инициатив и программ, вдохновляющих женщин активно участвовать в жизни страны и общества. Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего. Москва, Кремль, президент Российской Федерации Владимир Путин. Слово для выступления предоставляется председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. Уважаемые коллеги, дорогие подруги, я думаю, уже могу к вам так обратиться. Я еще раз искренне рада приветствовать участников и гостей второго форума женщин России, женщин с Севера. Прежде всего, хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина за его приветственные слова, за его внимание к нашей работе и особое личное отношение к вопросам развития Севера.
Мы, конечно же, очень ждали этой встречи. Наш форум объединил представителей коренных малочисленных народов из 28 российских регионов, руководителей органов власти, бизнеса, педагогов, врачей, деятелей культуры, общественных деятелей. Здесь собрались женщины, которые бережно хранят традиции родного края, смело смотрят в будущее и реализуют востребованные социально значимые проекты. Отдельно я хочу приветствовать матерей, сестер и жен наших героев, участников специальной военной операции. С нами сегодня также женщины-волонтеры, которые оказывают неоценимую поддержку нашим бойцам, делают маскировочные сети и даже адаптируют традиционные северные промыслы под нужды фронта. Все вы, конечно же, наша гордость, такие яркие, такие красивые, талантливые и, главное, очень неравнодушные. Спасибо большое за то, что вы откликнулись на наше приглашение и приехали в Москву. Отдельные слова благодарности я хочу выразить министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Олеговичу Чекункову, главам северных регионов, а также хочу поприветствовать членов правительства, министра культуры Любимову Ольгу Борисовну и министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича. Это говорит о том, что у правительства, у членов правительства, у министров, конечно же, также большая ответственность за развитие нашего севера. Спасибо председателю Совета Евразийского женского форума Галине Николаевне Кареловой, всей команде, вовлеченную в подготовку мероприятия. Кстати, у Галины Николаевны Кареловой вчера был день рождения. Давайте еще раз отдельно ее поздравим. С организационной и содержательной точки зрения командой проведена, коллеги, колоссальная работа. В эти дни вас ждет насыщенная деловая программа, основой которой станут 4 стратегические сессии. Примечательно, что форум в этот раз принимает площадка Национального центра «Россия». На мой взгляд, в год единства народов России лучшего места для нашей встречи представить просто невозможно. Здесь присутствует руководитель Национального центра России. Давайте его поблагодарим за помощь в организации, за внимание и гостеприимство. В этом году, коллеги, 30 апреля наша страна впервые отметила новый праздник – День коренных малочисленных народов. Он был установлен указом президента, который глава государства как раз и подписал в День народного единства. И, конечно, тема нашего пленарного заседания «Север объединяет. Роль женщин в укреплении единства народов России» тоже в полной мере созвучна и времени, и месту. Коллеги, Север, Арктика, Дальний Восток всегда играли важнейшую роль для обеспечения национальной безопасности нашей страны, ее экономического развития, для сохранения удивительного этнического и культурного разнообразия, которым так гордится Россия. Северяне во все времена отличались особым характером, твердые, в хорошем смысле этого слова, упрямые, трудолюбивые, но при этом очень искренние и открытые. Как писал выдающийся чукотский прозаик Юрий Сергеевич Рытхеу, люди, которые живут на холодной земле, должны греться теплом доброты. В своей работе, своими инициативами вы, дорогие друзья, доказываете, что Север – это не только суровый край, но и территория добра, заботы и милосердия.
Спасибо всем вам за это огромное. Мы видим, какое внимание сегодня уделяется Северу на федеральном уровне, в том числе лично главой нашего государства. Приходят инвестиции, реализуются инфраструктурные проекты, растет значение Северного морского пути, который призван стать важнейшим международным маршрутом будущего. Все эти процессы позволяют повысить качество жизни в северных регионах, дать новые возможности людям. И одна из главных задач нашего форума в ходе широкой, открытой дискуссии выработать новые меры, направленные на поддержание этого тренда. Рада сообщить вам, что у нас есть первые практические результаты от нашей совместной с вами работы. Так, целый ряд предложений участниц первого форума женщин Севера нашел отражение в концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В соответствии с нашими рекомендациями приняты поправки в законодательство, которыми уточнены правила ведения рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни для коренных народов. Кроме того, в профессиональный стандарт животновод была включена новая профессия – работник кочевого жилища. И данное решение официально признало нелегкий труд женщин-кочевниц и обеспечило им пенсионные права наравне с другими работниками Крайнего Севера. Считаю это общим нашим достижением. Из важных законодательных новшеств последних лет я бы выделила принятие закона о кочевом образовании, который был инициирован сенаторами и Советом Федерации. Он позволил создать условия для обучения в начальных классах детей, представителей коренных малочисленных народов непосредственно там, где живут и ведут хозяйство их семьи. И таких примеров можно перечислить очень много. И я хочу прямо сейчас обратиться к вам, коллеги, в своих выступлениях. Пожалуйста, высказывайте предложения, делитесь проблемами, говорите о том, что еще нужно сделать. Все ваши идеи и предложения обязательно будут учтены в нашем итоговом документе рекомендациях, которые мы направим и в администрацию президента, и в правительство, и сами, как законодатели, активно над ними поработаем. Я думаю, вы обратили внимание, что логотипом форума женщин Севера является птица, устремленная ввысь, широко распростертыми крыльями. Этот образ символизирует защиту своих детей, семьи, своего рода. И мне очень приятно, что тема демографии также занимает важное место в повестке форума. Решение демографических проблем, уважаемые коллеги, это одна из стратегических целей, определенных нашим президентом. И надо отдать должное, в сфере демографии многие северные регионы показывают заметные успехи. На площадке президентского совета по демографической и семейной политике мы внимательно следим за изменением ситуации в субъектах, ведем своего рода индекс демографического благополучия региона. Могу вам сказать, что в этом индексе многие регионы Севера находятся в благополучной зеленой зоне. И в этом тоже ваша огромная заслуга. Приведу буквально один пример. Этой весной сенаторы посетили с рабочей поездкой Ямало-Ненецкий автономный округ. Ну, казалось бы, Крайний Север, вечная мерзлота, суровые условия. И в то же время это регион, который занимает сегодня в России 3-е место по суммарному коэффициенту рождаемости. Данный показатель составляет более 2 детей на женщину в этом регионе.
При этом каждая четвертая семья – это многодетная. Считаю, что такие примеры заслуживают аплодисментов. Давайте поаплодируем. Но, конечно, эти показатели, эти цифры, они не приходят сами по себе. Это прежде всего результат таких целенаправленных усилий региональной команды. Но и, конечно, свою роль играют традиции, мировоззрение, правильное отношение к семейным ценностям. Кстати, отдельное внимание в Ямало-Ненецком автономном округе уделяется молодым кочевым семьям. В прошлом году была усовершенствована мера поддержки кочевых семей. Чумовой капитал. Вот чумовой от слова чум, но на самом деле правда чумовой, потому что теперь каждой семье он предоставляется при рождении второго и последующих детей. Я уверена, что этот опыт может и должен тиражироваться и в других северных субъектах федерации. В целом мы видим, что представительницы северных регионов активнейшим образом участвуют в совершенствовании мер поддержки семей с детьми. Вы внесли заметный вклад в разработку принятой в этом году стратегии демографической политики Дальнего Востока, ряда других документов. Ваш голос слышен в Москве, к вашим предложениям очень внимательно относятся, поэтому и дальше продолжайте так действовать и в дальнейшем уделять этим вопросам приоритетное внимание. Коллеги, еще одна большая тема. На мероприятиях первого форума женщин Севера мы отметили для себя, что у участниц есть запрос на обмен опытом, дополнительное образование, участие в проектах Евразийского женского форума. В настоящее время под эгидой Совета Евразийского женского форума реализуются уже не один десяток проектов. В каждый из них вовлечены женщины из наших северных и дальневосточных регионов. В их числе специальная программа «Женщины в социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Арктики», а также проект «Женщины Севера за сохранение традиций и устойчивое развитие территорий». В ходе форума будут обязательно представлены результаты реализации этих проектов. Еще раз хочу поблагодарить министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, коллегу Чекункова, за его поддержку этих проектов. Министерство очень внимательно относится к нашим инициативам. Целый ряд программ посвящен подготовке новых управленческих кадров для Севера. За 3 года с момента проведения первого форума было реализовано 4 потока программ «Женщина-лидер Север и Дальний Восток» и «Женщина-лидер Флотские города». В них приняли участие более 400 женщин, которые представили свыше 70 социально значимых проектов. В целом, мне приятно отметить, что женщины все чаще видят для себя перспективы профессиональной реализации именно на Севере. Так, по итогам программы подготовки управленческих кадров Муравьева-Амурский, треть женщин-управленцев переехали на новое место работы в регионы Севера и Дальнего Востока. Одна из выпускниц даже перебралась из Краснодара в Петропавловск-Камчатский. Наверное, такой интерес женщин не случайен, ведь именно в северных и дальневосточных регионах, в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области работают женщины-губернаторы. Пока нас мало, женщин-губернаторов, но мы берем не количеством, а качеством. Но будем стремиться и к количеству. Важно, что все больше людей стремятся не только в крупные городские центры, но и в сельские населенные пункты, в том числе по различным земским программам. За последние годы только на Дальний Восток было привлечено
более 8 тысяч работников социальной сферы. Это медики, учителя, работники культуры, тренеры, большинство из которых, опять-таки, женщины. И мне очень импонирует, что активное развитие на Севере получает и программы по обучению основам бизнеса. С большим успехом реализуется образовательный проект «Академия для участников программы «Гектар» на Севере и Дальнем Востоке». Обучение по нему прошли около 900 слушателей, почти 550 из них женщины. Сегодня они в буквальном смысле слова формируют новую экономическую и культурную среду, создают рабочие места, сохраняют и развивают традиции, становятся локомотивами туристической отрасли, которая очень активно развивается, в том числе на северах. Наш форум обязательно будет поддерживать такие инициативы. Но важно, чтобы в северных регионах активнее предлагали собственные проекты, где женщины могут заявить о себе. Мы надеемся скоро это услышать. Дорогие друзья, все эти результаты, достижения стали возможными благодаря вам, вашему неравнодушию, вашей целеустремленности. Нам очень важно услышать ваш голос и ваши инициативы сегодня на форуме, в том числе, на основе которых, как я уже сказала, будет подготовлен итоговый документ форума. С нами работают представители правительства, главы субъектов, руководители крупных компаний. Мы все это большая команда поддержки северных и дальневосточных регионов России. И сегодня у вас есть замечательная возможность сказать о том, что вас волнует, в чем необходима еще дополнительная поддержка. И вместе будем продолжать делать все возможное и невозможное для того, чтобы жизнь на севере становилась лучше и комфортнее, а ваши регионы, ваши семьи процветали. Благодарю вас за внимание. Я, коллеги, хочу предоставить слово для выступления министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Олеговичу Чекункову. Алексей Олегович, пожалуйста, вам слово. Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна, дорогие женщины. Давайте посмотрим несколько историй. Прошу внимания на экран. Меня зовут Милиция Щепон. Я переехала в Приморский край из Амурской области. 9 лет жила в Москве, но вернулась. Выпускник программы «Муравьев-Амурский 2030». Я приехала из Забайкалья. Приехала я в Хабаровский край по программе «Земский учитель». Я учитель начальных классов. Чукотка мне очень сильно полюбилась. И когда я приехала, страшно, совсем другое место, на север, холодно. Но люди настолько добродушно встретили, что все эти страхи куда-то рассеялись, и сейчас только наслаждаюсь и природой, и людьми, и работой, в общем, всем. В Амурской области меня восхищает мощь и масштаб того, что здесь создается. Гиганты газохимии, Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский ГХК, космодром Восточный, трансграничная канатная дорога. Наши горные реки Ахатай, Агатькан – это наше Охотское побережье, и невозможно никогда не вспоминать о них. У меня большая многодетная семья. 3 сына – это моя главная опора и вдохновение. Я горжусь тем, что я нашла дело своей жизни. И вот уже 18 лет я в российских студенческих отрядах. Прикладываю силы для того, чтобы гости к нам приезжали, познавали это место, знакомились с необычным, с негазовым Ямалом, с непромышленным Ямалом. Кажется, это получается. То есть сегодня у нас, по крайней мере, туристический поток вырос в 8 раз. Думаю, что в этом есть моя заслуга. То, что у меня получилось взять землю, получилось на 1 гектаре построить дом, получилось реализовывать сейчас нашу конюшню и развивать этот непосредственно участок. Прям довольна я этим, что у нас все получается. Моя гордость в том, что благодаря любви к своей родине я вношу вклад в сохранение нашей венской культуры. Я стараюсь вкладывать смыслы
то, что мы делаем, и помогать развитию, в том числе инфраструктуры. Самое лучшее качество женщин Дальнего Востока и Арктики – это видеть решение проблемной ситуации там, где, казалось бы, уже решения нет. Здесь женщины более внимательные, наверное, да, и, может быть, из-за климата, из-за северного климата более стойкие. Не бойтесь, это самое лучшее, когда преодолеваешь вот эти все преграды. Желаю вам всем дальнейших успехов и всех благ. Уважаемая Валентина Ивановна, дорогие женщины, мы увидели лишь несколько историй разных женщин Севера, у каждой свой путь, свое дело, но всех объединяет главное. Они связали свою жизнь с Севером, работают, создают семьи, воспитывают детей. Этим вносят важный вклад в развитие самых перспективных территорий нашей страны. Уважаемая Валентина Ивановна, по вашей инициативе уже второй раз проводится форум женщин Севера. Благодарю вас за такое высокое внимание, поддержку во всех вопросах, связанных с развитием северных и дальневосточных территорий. В историю развития русского севера, Дальнего Востока большой вклад внесли выдающиеся женщины. В 1937 году по призыву Валентины Хитагуровой на Дальний Восток последовали десятки тысяч смелых и решительных девушек. Они – это бабушки, прабабушки сегодняшних дальневосточников и северян. Нина Рябцева-Демми стала первой в мире женщиной начальником полярной станции. Анна Щетинина вошла в историю как первая в мире женщина капитан дальнего плавания. Сильные женщины всегда были важной частью освоения и развития северных и дальневосточных регионов. Эта традиция сохраняется и сегодня. Вот лишь несколько красноречивых фактов о роли женщин в развитии Дальнего Востока и Севера. Доля женщин в исполнительных органах власти Дальнего Востока составляет 81%. Дорогие женщины, я честно 2 раза перепроверял эту цифру. Мы и не подозревали, насколько... Спасибо вам огромное за это. Почти половина предпринимателей округа женщины, более 45%. И при этом коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского, 1,43 против 1,36. Вот эти цифры не просто отражают уровень вовлеченности женщин в социально-экономические процессы, но свидетельствуют о том, что развитие северов, развитие Востока невозможно без вашего профессионализма, созидательности и ответственности. Сегодня, уже Валентина Ивановна сказала, единственные в России женщины-губернаторы работают на Дальнем Востоке и в Арктике. Мы анализировали, что вообще в истории недавней России все губернаторы женщины трудились на дальневосточных и северных территориях. Уважаемая Валентина Ивановна, мы и вас причисляем к женщинам Севера, потому что Санкт-Петербург – это северная столица, как известно. А единственная женщина, кто руководила в Центральной России регионом, Владимирской областью, с Приморского края Дальнего Востока, так сказать, легионер. Еще раз приветствую Марию Федоровну и Ирину Альфредовну с нами. Делаем все возможное, чтобы помогать вашей работе. В Совете Федерации Государственной Думы интересы дальневосточных и арктических регионов представляют 23 женщины. Это 9 сенаторов и 14 депутатов. Уже 3-й год Минвостокразвития совместно с мастерской «Сенеж» и дальневосточными вузами реализуем программу «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток». Здесь огромная поддержка Галины Николаевны Кареловой. Галина Николаевна, спасибо вам огромное. Эта программа объединяет женщин вокруг конкретных задач развития территорий. От демографии и креативной экономики до пространственного развития, поддержки семей, развития местных сообществ. За 3 года обучения прошли уже 326 участниц из 19 регионов Дальнего Востока и Арктики. Подготовлено 54 социальных проекта, посвященных поддержке семей, развитию инклюзивной среды, работе с молодежью, сохранению культурного наследия и волонтерству. 3-й поток программы завершится в августе этого года в Благовещенске. Валентина Ивановна, спасибо, вы уже сказали про программу подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский». Это программа подготовки нового поколения руководителей. Обучение строится на практической основе, я считаю, она уникальная, единственная в стране. Каждый участник работает с наставниками из числа руководителей министерства.
губернаторов глубоко погружается в реальные управленческие задачи. В этом году конкурс составил 160 человек на место. За 3 года подготовлено 207 специалистов из 43 регионов страны, из них 52 женщины. Отмечу особую роль женщин в развитии социальной сферы. Конечно, это те, кто нас учат, те, кто нас лечат, это сотрудники культуры. Значит, в целом это те, кто создают качество жизни людей. На Дальнем Востоке предусмотрены повышенные выплаты по земским программам до 2 миллионов рублей. С 2012 по 2025 год в округ приехало более 8 тысяч специалистов. Большинство из них – женщины. А за этими цифрами много тысяч семей, которые в труднодоступных, удаленных местах получили доступ к современной медицине, образованию, возможностям для развития детей. Уважаемая Валентина Ивановна, по вашей инициативе уже который год работает программа «Дети Арктики». За 4 года более 33 тысяч школьников получили возможность отдохнуть, укрепить здоровье на лучших российских курортах. На реализацию программы направлено более 3 миллиардов рублей. Одним из самых востребованных инструментов поддержки семей стала программа «Дальневосточная арктическая ипотека» под 2%. Здесь очень важное решение нашего президента, несмотря ни на какие аспекты денежно-кредитной политики, особенности момента, продлить до 2030 года условия этой программы неизменными, под 2%. Благодаря этой программе уже 208 тысяч семей приобрели или построили собственное жилье. И что важно, она позволяет и серьезно увеличивать объем строительства, а значит снижать цены. Чем больше строим, тем доступнее становится жилье. Так на Дальнем Востоке с 2024 года впервые в истории средняя стоимость квадратного метра стала ниже среднероссийской. Всю жизнь там жилье было дороже, значит, менее доступно. На сегодня уже на 23% ниже среднероссийской. Неоднократно наш президент Владимир Владимирович Путин подчеркивал, что народосбережение, поддержка семьи, материнство и детство – это безусловный национальный приоритет. И для Дальнего Востока и Севера эта задача имеет особое значение. Реализуется специальный дальневосточный демографический пакет. Одной из наиболее востребованных мер стала выплата 1 миллиона рублей на погашение ипотеки при рождении 3-го и последующих детей. В народе называется «Миллион за 3-го», и сейчас мы видим уже на региональном уровне во многих регионах России эта программа повторяется. И мы видим конкретные результаты. Особенно важно именно по 3-м и последующим детям на Дальнем Востоке коэффициент рождения значительно выше, чем в среднем по России. И на основе накопленного опыта правительством была принята стратегия демографической политики Дальнего Востока до 2036 года. Единственный в стране документ такого уровня, разработанный для федерального округа. Сегодня Дальний Восток и Арктика вступают в новый этап своего развития. Разработаны проекты новой стратегии развития и Дальнего Востока, и Арктики, соответственно, до 1936 и 1935 года. И один из главных аспектов обоих документов – это переход к новой технологической повестке, к новой экономике, основанной на технологиях, знаниях и высокопроизводительных рабочих местах. Вот высокая производительность труда – это сухой такой экономический термин. По-простому это высокая зарплата. Чтобы работа была интересней, комфортней, зарплата при этом выше. Соответственно, люди получали и больше удовлетворения от самого процесса работы, и лучшее вознаграждение. Здесь роль женщин, которые уже успешно работают на этих направлениях, руководят современными производствами, работают в инновационных центрах, будут только возрастать. Мы посмотрели уже несколько примеров и в историях хороших, добрых проектов, которые реализуются на программе «Дальневосточный и арктический гектар». Всего около 65 тысяч земельных участков осваивают женщины. Они создают фермы, туристические объекты, этнокультурные комплексы, базы отдыха, социальные проекты. Важно, что программа помогает не только реализовать предпринимательские проекты, но и почувствовать личную ответственность за развитие территории, повышать качество жизни в небольших населенных пунктах. И особое место, конечно, в развитии наших самых интересных, как я убежден, регионах
Дальнего Востока и Арктики занимает креативная экономика. Ее основу составляет уникальное культурное, историческое, национальное многообразие народов, проживающих на огромном пространстве, от Карелии до Чукотки. Дальний Восток и Арктика во многом отражают богатство всей России, ее традиции, языки, культуру, опыт многовекового сосуществования разных народов. И мы видим, как культурное наследие становится экономическим ресурсом, создает новые рабочие места, привлекает молодежь, помогает развивать территории. Ведущую роль в этом процессе играют женщины. Сегодня почти 70% креативных предпринимателей Дальнего Востока и Арктики составляют женщины, которые создают бренды, культурные пространства, образовательные проекты и современные форматы для сохранения традиций. Мы создаем условия для развития этой сферы по поручению президента, и Ольгу Борисовну благодарю. При поддержке Министерства культуры на Дальнем Востоке созданы филиалы ведущих творческих вузов в ГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища. Реализуются отдельные программы поддержки кинопроизводства. Проводится Дальневосточная кинопремия. Развивается форум, созданный на Дальнем Востоке. Мы видим своей задачей последовательно создавать условия, при которых все женщины могут реализовать свои таланты в Арктике и на Дальнем Востоке, чувствовать уверенность в завтрашнем дне и видеть перспективы для своих детей. И пусть их будет побольше. Спасибо вам большое. Благодарю вас, Алексей Олегович. Коллеги, точно можно сказать, что министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, член нашей команды, мы его обратили в нашу веру, и он гордится. Мне такое впечатление, что все успехи на Дальнем Востоке в основном создают женщины. Надеюсь, будет и дальше так. Коллеги, много записалось желающих выступить, что очень радует. Поэтому давайте договоримся. Не более 5 минут, до 5 минут всем выступающим. Ладно, договорились. Я предоставляю слово Ирине Альфредовне Гехт, губернатору Ненецкого автономного округа. Пожалуйста, Ирина Альфредовна. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Алексей Олегович, гости, участники форума, дорогие подруги, я рада вас приветствовать от лица удивительного региона Ненецкого автономного округа. Валентина Ивановна, огромное спасибо вам за ту традицию, которая появилась в стране, это форум «Женщин Севера». И Алексей Олегович правильно сказал о том, что вы тоже женщина Севера, потому что возглавляли столицу, северную столицу нашей страны. История России – это движение с севера на юг. Путь из варягов в греки – это северная артерия России. И для варягов путь – это не просто маршрут, а образ жизни. И Россия родилась на этом пути, в движении, в синтезе культур, в умении объединять народы. Сегодня, сохраняя важнейшую роль в экономике страны, Север выступает в принципиально новом качестве, как исконный хранитель традиционных ценностей. Вся территория нашего округа, это более 170 тысяч квадратных километров, лежит за полярным кругом. При этом округ входит в число самых малочисленных по составу населения регионов страны. Но это не мешает нам вносить существенный вклад в экономику России. Но сегодня я бы хотела проговорить не об экономике, а о людях, которые вносят вклад в развитие Арктики. И сразу подчеркну, что роль женщины на севере в среде коренных народов является центральной и многогранной. В условиях экстремального климата и кочевого образа жизни, где выживание зависит от сохранения традиций, женщина выступает не просто хранительницей очага, она основа экономической, социальной и духовной жизни. Именно женщины сегодня стоят на страже сохранения языка, традиций. В нашем округе более 15 педагогов преподают ненецкий язык. Сегодня по инициативе общественной организации, которую возглавляет женщина, создается интерактивный словарь ненецкого языка. Появились первые учебники культуры, истории, географии, литературы нашего округа.
Кроме того, современная женщина сегодня – это не только хранительница очага, она общественный и политический деятель. Наши женщины через просветительские программы участвуют в программах Евразийского женского форума. А в прошлом году фельдшер из села Шойна стала обладателем премии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. И это на самом деле женщины, которые работают фельдшерами в труднодоступных населенных пунктах нашего округа. Я хочу сказать, что на самом деле нами была выдвинута инициатива проведения форума чумработниц в марте следующего года, и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера нас поддержала. Чумработницы – это основа жизни в тундре, и очень важно, чтобы мы тоже собирались, объединялись и обсуждали те проблемы, которые существуют у нас. Очень важно сказать о тех проектах, которые у нас реализуются. Это «Красный чум» и «Дети Арктики». «Красный чум» – это программа с диспансеризацией оленеводов, которые проживают в тундре. И на самом деле это очень важно, потому что и дети, и взрослые потом берутся на диспансерное наблюдение и уже наблюдаются врачами. Одним из факторов приверженности традиционным ценностям является наша многодетность. Валентина Ивановна говорила про Ямало-Ненецкий автономный округ, где рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости выше 2, у нас он 1,6, и наша задача догнать Ямало-Ненецкий округ, и я думаю, что у нас это обязательно получится. Сегодня народы Севера выступают живой средой сохранения общечеловеческих ценностей, потому что их традиционный уклад жизни является практической реализацией принципов, которые современное общество только начинает осознавать как жизненно важные. Это экологическая ответственность, социальная солидарность, культурное многообразие. И мы намерены и дальше быть рядом, помогать, защищать, вдохновлять и открывать новые возможности для каждой женщины нашего округа. Спасибо. Благодарю вас, уважаемая Ирина Альфредовна. Коллеги, в зале вместе с нами работает еще одна женщина-губернатор еврейской автономной области Мария Федоровна Костюк. Давайте ее поприветствуем и пожелаем больших успехов в работе. Слово для выступления предоставляется хозяйке семейного оленеводческого стада из Ямало-Ненецкого автономного округа Янине Архиповне Кандыгиной. Яна Архиповна, мама 4 детей, занимается разведением оленей и организацией этнотуров. Прошу вас, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемая Валентина Ивановна и участницы форума «Женщины Севера». Спасибо за приглашение. Для меня большая честь стоять сегодня здесь и рассказывать о нашей жизни в тундре на Ямале. Мы с мужем растим 4 детей. Вся наша жизнь – это постоянное движение. Наш дом – это чум. Мы разбираем его, переезжаем на новое место и собираем вновь. У нас на Ямале много таких семей, они большие и дружные. Дети растут рядом с нами, они знают родной язык, наши традиции. Учиться они улетают в школы-интернаты на вертолетах. Там у них есть все необходимое. Но самые важные, первые знания о мире они получают в тундре, благодаря кочевым группам. Когда дети вырастают, они выбирают свой путь. Кто-то остается с нами, а кто-то переезжает в город. Когда-то и я прошла через школу-интернат. И сегодня мои дети делают свой выбор. Старший сын учится в Ямальском колледже на пожарного. Дима, который окончил 9 классов, помогает по хозяйству, тоже планирует поступать в Ямальский колледж на специальности по туризму. Дочь Алина перешла в 7 класс. Скоро, с 8 класса, она начнет получать свои первые профессии прямо в школе-интернате. Моя младшая дочь Вика еще маленькая, ей всего 3 годика. Она живет с нами в Чуме. Она не ходит в детский сад,
в поселке, а находится с нами в Чуме. И государство поддерживает нас выплаты на то, чтобы мы организовывали для нее дошкольное образование прямо на стойбище. И сегодня я понимаю, что неважно, какой путь они выберут, тундру или город, главное, что у них есть образование, возможности и крепкая семья, которая всегда поддержит. Наша семья не просто кочует, мы стараемся развивать свое дело, своими руками создаем все, что нужно для быта оленевода. Мы очень рады тем, что наши изделия стали частью программы «Чумовой капитал». Это готовые комплекты для сборки чума и нарты, которые государство дарит молодым семьям при рождении детей. Когда видишь, что наш труд помогает молодым семьям, мы чувствуем огромную радость. Еще мы развиваем этнотуризм на Ямале, принимаем туристов, проводим мероприятия в своем стойбище из 10 чумов, рассказываем о жизни в тундре, проводим соревнования по национальным видам спорта. Я хочу сказать искреннее спасибо Валентине Ивановне и всем организаторам форума. После первого форума женщин был введен новый статус профессиональный – работник кочевого жилья. Женский труд, который всегда был скрыт от глаз, получил официальное признание. У нас появились пенсионные права и социальные гарантии. Среди тех, кто получил эту возможность, моя родная сестра. Она также кочует с семьей по тундре. С 1 января этого года она официально устроена в совхозе «Байдарадский». Это была мечта многих из нас, и она сбылась. Приезжайте к нам на Ямал. Мы рады гостям и с гордостью покажем вам всю красоту нашей тундры севера. Спасибо за внимание. Благодарю вас, уважаемая Яна Архиповна. Восхищаемся. Удачи, успехов дальнейших. Спасибо вам огромное за ваш труд и за вашу такую неравнодушную позицию. Коллеги, я сейчас предоставляю слово земскому доктору, врачу, эпидемиологу Краевого бюджетного учреждения здравоохранения Таймырская районная больница номер 1 Красноярского края Нелли Олеговне Барновой. Нелли Олеговна окончила Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова с отличием, переехала из Санкт-Петербурга на Таймыр, автор патента на изобретение, обладатель гранта молодых ученых «Умник». Уважаемая Нелли Олеговна, прошу вас, вам слово. Глубоко уважаемая Валентина Ивановна, глубоко уважаемый Алексей Олегович, уважаемые участники форума, сегодня я хочу поделиться с вами историей своего профессионального пути, о том, как и почему я стала врачом-эпидемиологом в самой северной больнице страны сельского поселения Хатанга Красноярского края. Спасибо. С жизнью на севере я знакома с детства. Отец – офицер военно-морского флота, поэтому наша семья жила долго на Камчатке, в городе Вилючинск, легендарном городе подводников. Высшее медицинское образование я получила в Санкт-Петербурге. Там же работала, занималась наукой. Петербург я очень люблю и считаю его лучшим городом на Земле. Но моя специальность требовала большего, настоящего профессионального вызова, возможности применить знания, полученные в одном из самых лучших медицинских вузов страны, применить там, где они особенно нужны. Так я узнала о программе «Земский доктор». Ее цель – решить острую проблему – нехватку врачей в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Путь в Хатангу не близкий. 9 часов на самолете из Санкт-Петербурга с пересадкой в Красноярске. На машине и поезде туда не добраться. Мало кто в стране знает о Хатанге, а между тем это действительно уникальное место. Это настоящая Арктика.
Это трамплин на Северный полюс и столица северного сияния. В Хатанге потрясающая природа, искренние и доброжелательные люди. Есть и серьезные вызовы. И именно в их преодолении я вижу свою задачу. Меня воодушевила идея внести реальный вклад в развитие медицины в населенном пункте с численностью 3000 человек. Также вдохновила идея реализовать в полной мере свои профессиональные навыки. За полгода жизни в Арктике сложилось неоднозначное впечатление о ней. Арктические условия непросты и сложны, а порой и суровы. Нет высокоскоростного интернета. Продукты дороже в 3 и более раза. Экстремальные морозы – минус 60. Географическая изоляция и экологические проблемы. Но случаются моменты абсолютного счастья. То, что в большом городе мы едва замечаем, на севере приобретает яркий смысл. Простая тишина, первые лучи солнца после долгой полярной ночи, теплое и надежное тепло дома. С каждым днем Арктика все больше раскрывается перед нами. Она удивляет своей красотой и силой, открывает новые возможности. Я убеждена, что программа «Земский доктор» — это реальный шанс для специалистов не только раскрыть свой потенциал на Крайнем Севере и получить государственную поддержку, но и, самое главное, помочь людям. Искренне хочу пожелать, чтобы программа «Земский доктор» продолжалась. Спасибо за внимание. Михаил Альбертович, смена растет. Вот, мне кажется, это будущий министр здравоохранения. Но вам еще лет 15 придется поработать. Пожалуйста, ваше мнение про медицину Севера. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Но я 20 лет отдал жизни Северу, поэтому я прекрасно чувствую эту атмосферу в зале. Это для меня это родная атмосфера, это близкая. Спасибо вам большое. Я окунулся в эти чувства и эмоции. Спасибо. Ну, а, конечно, Валентина Ивановна, такие прекрасные, красивые врачи, ну, это же прелесть и красота нашей отрасли. Спасибо большое. Ну, а несколько слов по существу развития отрасли. Конечно, в первую очередь решение президента о программе «Земский доктор», продолжение ее и те выплаты, которые были обозначены, увеличение до 2 миллионов рублей. По решению президента они сформировали, что 79 тысяч медицинских работников, из них более 64 тысяч врачей, сегодня уже получили выплаты и работают на своих местах. Также хочу отметить, что решением президента была сформирована программа специальных социальных выплат, и более 500 миллиардов рублей на это направлено. Причем хочу отметить, что 250 тысяч получающих выплату медицинских работников, это 100 миллиардов рублей уже на эти средства направлено, это жители Крайнего Севера, 250 тысяч человек. И, конечно, показательный пример Нелли Олеговна, то, что сказала по привлекательности направления и работы на севере, но здесь, наверное, одним из ключевых является также поддержка региональных властей. Здесь присутствуют губернаторы, которые прекрасно понимают, что такое каждый медицинский работник на севере, особенно это в труднодоступных районах. Ну а программы, которые сегодня национального проекта реализуются, они, конечно же, учитывают все задачи и проблемы решения на севере. Первое, хочу сказать, что средства, которые были направлены в 2021-2025 году, это более 45 миллиардов рублей, которые были использованы на ремонт, на оснащение медицинским оборудованием. Примеры.
430 объектов создано и реконструировано, капитальный ремонт проведен в 411 объектах здравоохранения, приобретено почти 12 тысяч оборудования и почти 1500 единиц автотранспорта. Следующий период, который сейчас реализуется с 26 года по 30, также включает в себя 40 миллиардов финансирования и, конечно же, также будет направлен на поддержание инфраструктуры. Но ключевое – это, конечно, люди. С этого года, благодаря решению депутатов партии «Единая Россия» и поддержки Совета Федерации, с этого года реализуется проект наставничества, и каждый медицинский работник, сегодня приходящий в систему здравоохранения, уже закрепляется за персональным наставником, который имеет опыт, знания. Но здесь такой взаимообогащающий формат, потому что молодые люди, которые приходят после медицинских университетов, они полны новых знаний. И я в том числе могу сказать, что когда приходит молодежь, она однозначно в том числе и тебя обогащает определенными знаниями, навыками. Поэтому думаю, что вот такой симбиоз опыта и молодости и знаний, он, конечно же, даст нашей отрасли значимый толчок. Ну и говоря о кадровой политике, конечно, она является преимущественной для нашей страны. Я думаю, что те программы, которые сегодня реализуются, у нас 75% это целевых мест в учреждениях бюджетных. Все это в комбинации сегодня позволяет нам иметь положительные тренды по врачебному обеспечению и обеспечению медицинским персоналом среднего звена. Ну а Таймырская районная больница на этот период также предусмотрено у вас финансирование на ремонтные мероприятия. Надеюсь, что она, так сказать, проведет эти ремонты вовремя и будет оказывать медицинскую помощь качественно тем более 3500 жителей, которые там проживают. Спасибо большое. Спасибо вам, Михаил Альбертович, за ваше участие, такое внимательное отношение к Северу. Ну и, как оказалось, вы член нашей команды тоже северянин. Мы на вас очень рассчитываем. А что касается, спасибо большое, что касается профессионального опыта, профессионального роста, истории успеха Нелли Олеговны, мне кажется, вот ее надо, она лучший пропагандист, не надо никаких документов, стратегий. Вот одно выступление, и за ней последуют очень многие врачи на севера, вот с такой романтикой, как она рассказала, и с желанием себя реализовать. Спасибо. Коллеги, я попрошу взять слово Наталью Алексеевну Нарушевич, генеральный директор креативного кластера «Квартал труда». Наталья Алексеевна участвует в развитии креативной экономики северных территорий. Под ее руководством кластер стал точкой притяжения для творческих людей, предпринимателей, работающих на благо региона и сохранения его идентичности. Наталья Алексеевна приехала к нам из Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемая Валентина Ивановна, Алексей Олегович, участники форума. Я родилась и выросла в городе Якутске, в Республике Саха-Якутия. В 2007 году окончила энергетический факультет Северо-Восточного федерального университета. А в 2014 году получила второе образование по экономике и финансам. 17 лет я проработала в сфере ЖКХ и энергетики, но с детства меня окружили творческие люди. Многие мои родственники посвятили себя искусству. Мой двоюродный дедушка Михаил Габышев десятки лет коллекционировал западноевропейскую живопись, скопил более 300 картин и отдал их народу. В честь него в 1970 году его имя было присвоено Якутскому республиканскому музею изобразительных искусств. В феврале 23 года судьба привела меня в креативный кластер «Квартал труда». Все было новым и неизведанным. Появились первые арендаторы. Жизнь закипела. Сегодня мы первый на Дальнем Востоке креативный кластер, построенный при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Наш глава Александр Сергеевич Николаев сделал ставку на креативную экономику и не ошибся. За это время мы провели более 400 мероприятий, встретили более 500 000 посетителей, провели 40 форумов, 20 городских фестивалей, 17 модных показов. 45 резидентов кластера – это женщины. Сегодня мир фэшена покоряет Изабелла Дордосова, наш резидент, бренд Иники.
Она уже приняла участие в модных показах Испании и Китая. В октябре этого года ее пригласили на Нью-Йоркскую неделю моды. Мир украшений покоряет Раиса Плецер, которая сегодня кратно увеличила производство своей продукции благодаря выходу на рынки через Озон и Вайлдберрис. Активно покоряет мир видеоигр Илан Кындыкан. Она создала свою вселенную, она потомок энинкейского народа. Женщины с севера – это сильные, стойкие хранительницы очага и успешные предприниматели. Мы бережно храним традиции народа Саха. Ежегодно отмечаем национальный праздник СФ, который собирает танцы Асохи более 200 тысяч человек. Венчает его ритуал «Встреча солнца», символ уважения к круговороту, который северный народ проходит от долгой зимы к жаркому лету. Сохраняя национальные ценности, мы сберегаем культурный код и родной язык. А они, в свою очередь, проявляются в современной культуре, одежде, музыке, архитектуре и, конечно же, якутском кино. Расскажу я о своем наряде. Это стилизованный национальный холодай, созданный нашим резидентом Дорой Николаевой. Серебряное национальное украшение служит оберегом, а в руках моих это дейбир, защита от гнуса и не только, изготовленный компанией Кирги, которая уже 33 года хранит и прославляет Галина Николаевна Павлова. Мы растем и развиваемся. Сегодня перед нами стоит непростая задача – монетизация креативных индустрий и выход на новые рынки. Для этого у нас создана целая экосистема. По разным направлениям креативной экономики работают институты развития, Объединенная корпорация развития Республики Саха-Якутия. Для малого и среднего бизнеса квартал труда стал территорией опережающего развития, где резиденты могут получать налоговые льготы. Креативная экономика на Дальнем Востоке не просто возможна, она уже работает, приносит пользу и задает вектор развития всей территории. Приглашаю всех в необъятную Якутию насладиться нетронутой природой, жаркими летними днями, увидеть ленские столбы, а в 40-градусную жару пройтись по льдам Булуса. Ну а, конечно же, зимой вдохнуть самый холодный воздух на вечной мерзлоте. Спасибо. Спасибо вам, уважаемая Наталья Алексеевна. Коллеги, сегодня очень много женщин, участвующих в форуме в национальной одежде, в национальных украшениях. Согласитесь, как это красиво, как это самобытно, нарядно. И вы сегодня просто необыкновенная красавица. Очень красивая у вас национальная одежда. Ольга Борисовна Любимова, министр культуры, сегодня работает с нами. Давайте мы ее попросим тоже поприветствовать женщин Севера и рассказать о том, как у нас будет культура там развиваться. Ирина Ивановна, дорогие наши коллеги, вы так начали замечательно сказать, дорогие наши подружки. Вот после такого яркого выступления Натальи Севны про креативные индустрии, при этом содержательного и помимо творчества были такие сразу интонации еще и экономиста, и продюсера, и бизнесмена, который знает толк в том, как не только фантазировать и создавать, но и как потом реализовывать свой продукт. И не только на территории своего любимого региона, и не только на территории нашей общей любимой страны, но за ее пределами. Это невероятно важно. Дорогие коллеги, сегодня государственная политика уделяет особое внимание поддержке семей, подрастающего поколения и развитию ответственного материнства во всех направлениях. Женщины играют ключевую роль, поэтому чрезвычайно важны социальные условия, которые мы все стараемся для них создать. Сфера культуры не является здесь исключением. Начну с того, что с 2025 года Министерством культуры реализуется федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Мы сохранили самые востребованные регионами инфраструктурные мероприятия, а также включили новые направления. За 6 лет ведомством планируется модернизировать и оснастить
около 11 тысяч учреждений культуры. Большую роль играет содержательное наполнение обновленных учреждений культуры творческим и просветительским контентом. Так, по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина созданы совершенно уникальные по формату и содержанию культурно-образовательные и музейные комплексы. Например, в Владивостоке возводится современное здание Приморской сцены Мариинского театра. Строятся филиалы Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы, а также Российской государственной Третьяковской галереи. Сейчас в комплексе уже обучаются более 400 талантливых ребят. Не менее важным событием, Алексей Олегович уже упоминал, для культурной жизни Дальнего Востока стало создание филиалов ведущих творческих вузов страны. ВГИК появился в Хабаровске. Театральный институт имени Бориса Щукина, наша «Щука» в Южно-Сахалинске, ГИТИС в Благовещенске. Значимым направлением является создание тех самых школ креативных индустрий, там, где учатся маленькие ребята, которые, возможно, потом определятся с выбором, и творчество, культура станет их настоящей профессией на долгие годы вперед. И придут они работать к нам в отрасль, во все наши регионы Севера. Уникальность образовательной программы состоит в обучении через социализацию проектов и привлечении действующих резидентов креативной сферы. В 66 регионах уже действует 118 школ с числом обучающихся свыше 16 тысяч таких ребят, а в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах уже работают 26 школ такого формата. К концу 2026 года обещаем открыть еще 8 таких школ. И, конечно, не могу два слова не сказать про нашего земского работника культуры. Валентина Ивановна, мы очень благодарны вам и нашим коллегам из Совета Федерации, которые добились, чтобы в команды земских работников появились не только врачи, учителя и тренеры, но и работники культуры. Это такая невероятная победа, и в прошлом году трудоустроено более 1000 работников, 281 специалист в учреждения культуры Севера, Сибири и Дальнего Востока. И примечательно, что 209 земских работниц культуры приехали в северные регионы нашей страны. Это наши с вами новые коллеги. Прошу любить и жаловать. В этом году по программе планируется трудоустроить 1700 специалистов, и 512 из них планируют трудиться в северных регионах. И мы всегда на встречах подобного рода форумах просим вас, помогите им, пожалуйста, встретьте их с любовью, с гостеприимством, которое вам присуще, чтобы вы знаете, как трудно переезжать, вы знаете, как трудно начинать в новом месте заново и трудиться, и заниматься любимым делом. Эти люди едут с горящим сердцем, и в нашу отрасль тоже. Давайте все их поддержим со всех сторон. И губернаторы, чтобы их не забыли, пожалуйста, и мои коллеги, министры культуры, ну и, конечно, вы. Без тех, кто приходит в дома культуры, в наши модельные библиотеки, в наши замечательные детские школы искусств, к вашим деткам, без поддержки родителей, мам наших, мы, конечно, не поможем, не справимся. Очень хочется, чтобы люди трудились радость, советовали эту программу и приезжали еще трудиться в наши регионы. Отмечу, что многие регионы России внедряют дополнительные меры поддержки земских работников культуры. На федеральном уровне специалисты получили возможность воспользоваться программой «Дальневосточная и арктическая ипотека». Также особое внимание уделяем подготовке управленческих кадров. У нас есть и капитаны культуры, и высшая школа управления в сфере культуры. И, конечно, Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России. Площадки форума работали в Анадыре, в Красноярске, Петрозаводске и в Тюмени. В завершении форума был представлен премьерный показ документального фильма, и он потом очень пользовался успехом «Север нам к лицу» Иннокентия Иванова. Посмотрите его, пожалуйста, он уже в открытом доступе лежит, думаю, что вам понравится. А в 2026 году форум пройдет в Чите, Томске, Тихвине Ленинградской области и Салехарде. Уважаемые коллеги, Север всегда был богат сильным духом людьми. Особую роль в сохранении его самобытности, конечно, играют женщины, которые бережно хранят традиции и передают их подрастающему поколению. Мы же, в свою очередь, продолжим помогать в сохранении этого уникального наследия. Большое вам спасибо. Ольга Борисовна, спасибо вам большое. Вы теперь тоже член нашей северной команды. Готовьтесь к новым задачам. Спасибо огромное.
Коллеги, слово предоставляется руководителю регионального волонтерского движения «Теплозов-87 Чукотка» Татьяне Юрьевне Могилевской. Осенью 2022 года жительницы Анадыря сплотились, чтобы оказать неоценимую поддержку нашим бойцам. В работе регионального волонтерского движения самое активное участие принимают мастерицы Чукотки, которые адаптировали традиционные промыслы под нужды фронта. И рада вас приветствовать на форуме. Уважаемая Татьяна Юрьевна, вам слово, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемая Валентина Ивановна. Здравствуйте, участники форума. Чукотка близко. Мы, как и все женщины нашей большой страны, ждем наших родных, сыновей, мужей, братьев и отцов. Хочу поделиться с вами историей нашего движения. Историей о том, как в непростое время люди находят в себе силы объединяться и делать важные по-настоящему дела. Осенью 2022 году, в период мобилизации, мы, жительницы города Анадырь, в рамках проекта Народного фронта организовались в волонтерское движение, чтобы поддержать наших бойцов. Мы понимали, сейчас важна любая помощь, и каждая пара рук на счету. Началось все с самого, казалось бы, простого – сплетения маскировочных сетей и костюмов. Но мы четко осознавали, в зоне СВО маскировочная сеть – это не просто элемент маскировки, это зачастую вопрос жизни и смерти. На сегодняшний день нами изготовлено и отправлено на фронт более 40 тысяч квадратных метров маскировочных сетей для блиндажей, техники и орудий. Кроме того, мы передали на фронт около 200 костюмов для снайперов и разведки. В каждую маскировочную сеть мы вплетаем молитвы. Ведь материнская молитва самая сильная. Наша деятельность расширялась. Мы организовали швейный цех, где выпускаем широкий спектр одежды, тактические носилки, одежду для бойцов, адаптированную одежду для госпиталей, шапки, балаклавы, а также меховые чижи. Они особенно важны, ведь помогают сохранять тепло в суровых условиях. Всего мы отправили около 8 тысяч сшитых изделий и более порядка 6,5 вязаных изделий. Помимо этого, наши мастерицы изготавливают окопные свечи. Еще одну вещь, которая делает быт на фронте хоть немного комфортнее. Особую гордость у меня вызывает молодежное крыло «Узелки Победы». Ребята наравне со взрослыми плетут маскировочные сети, участвуют в сборе и упаковке грузов. Их вклад сложно переоценить, и очень приятно, что труд школьников и молодежи получил широкое признание. «Узелки Победы» стали лауреатами Всероссийской награды «Горячее сердце» 2026 года. Это подтверждение того, что забота о Родине – дело каждого, независимо от возраста. В этом году мы запустили новый проект «Талисман для солдат». Мы хотим, чтобы каждый воин чувствовал, его любят, помнят и ждут. Для меня, как руководителя движения, важно подчеркнуть, наша сила в единстве, в готовности помогать и поддерживать друг друга. Мы делаем одно большое дело, и каждый вклад, каким бы малым он ни казался, имеет огромное значение. Хочу отметить также, что в каждом населенном пункте Чукотки, от Уэлена до Амалона, от Айона до Хатырки, работают волонтерские отряды. Женщины и дети в меру своих сил также изготавливают маскировочные сети и костюмы, шьют, вяжут теплую одежду, организуют сборы на благотворительных ярмарках, заготавливает сухое мясо, рыбу, жир для дальних походов. Известно, что одежда из меха северного оленя и нерпы легкая, теплая и самое главное, что боец в ней не заметен для тепловизора. Наши женщины
шьют именно такую одежду для наших ребят. Такие уникальные мехпошивочные работают в Лойрево, Амгуэме, Певеке, Узбелой. Многие жители регионов отмечены наградным знаком ОНФ «Все для победы». Наши традиционные знания также применяются на СВО. Так, традиционное оружие морских охотников на водоплавающую птицу является удобным подспорьем для бойцов на передовой. Ребята им пользуются для защиты от дронов. Общими усилиями матерей, жен, детей мы приближаем победу. Она нам всем очень важна. В единстве наша сила. Спасибо большое. Уважаемая Татьяна Юрьевна, вы слышали реакцию зала на ваше выступление. Хочу сказать огромные слова благодарности вам и всей вашей команде, и всем нашим женщинам России, которые сегодня, находясь, что называется, в тылу, они делают все для победы. Они делают все для того, чтобы наши герои специальной военной операции чувствовали эту заботу, внимание, чтобы облегчить им жизнь. Вот всем женщинам низкий поклон. Спасибо и женщинам Чукотки. Спасибо огромное. Ну и в нашем форуме принимает участие Владислав Гарич Кузнецов, губернатор Чукотского автономного округа. Пожалуйста, вам слово. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые участники форума, я хотел от имени всей Чукотки, от имени мужчин Чукотки поприветствовать вас на втором форуме женщин Севера. Прошло 3 года со времени проведения первого форума женщин Севера, и за эти 3 года действительно реализовано большое количество законодательных инициатив, и это не просто законодательные инициативы, это те инициативы, которые имеют исключительно практический характер и меняют к лучшему жизнь народов Севера. Валентина Ивановна сегодня уже говорила об этом, и я бы хотел сказать, что, допустим, очень важно то, что были внесены изменения в образовательный стандарт, и у нас на Чукотке появился первый кочевой детский садик. Это очень важно, потому что мама может находиться с ребенком. Ну и, безусловно, форум собирает представителей всего женского сообщества. Это и деловое сообщество, и социальные работники, учителя, врачи, представители коренных малочисленных народов Севера. То есть это все те люди, которые складывают основу жизни нашего региона, других регионов народов Севера. У нас самобытный, многонациональный регион. Уверен, что нам есть что показать, поделиться опытом Чукотки. И вот Алексей Олегович говорил о том, как важны женщины с точки зрения управления для Севера. И я хочу сказать, что Чукотка в этом плане точно уникальный регион, потому что с 1961 года в течение 30 лет Чукоткой руководили женщины. И планка стоит на очень высоком уровне. И на Чукотке всегда с уважением относились к женщинам, и особое место в этом отношении, конечно, занимает материнство. И у нас есть поговорка «Родная земля, как любимая мать». И, Валентина Ивановна, вы сегодня цитировали нашего знаменитого писателя Юрия Сергеевича Рытхеева. Если позволите, я тоже процитирую. Очень важно о материнстве. Он написал: «Двух матерей не бывает». Очень глубокая мысль. И
Мы в своей работе, я на это ориентирую своих коллег, свою команду, что мы должны быть регионом, где созданы условия для поддержания материнства, для того, чтобы семьи жили счастливо. И тот перечень мер, который мы используем для поддержки, он выверяется постоянно, он выверяется на встречах с сообществом молодых матерей. То есть мы садимся, разговариваем, смотрим, какие меры работают, какие не работают. Еще очень важный фактор, чтобы люди знали, что эти меры есть. И, соответственно, уже тогда корректируем что-то под запрос, который исходит. И здесь в каждом районе у нас работают семейные советы. Мы сделали 2 семейных МФЦ и будем расширять эту практику. Это работает. И как следствие, Чукотка занимает 1 место в Дальневосточном федеральном округе и 6-е в России по суммарному коэффициенту рождаемости, а по коэффициенту рождаемости 3-го и последующего ребенка мы на 8-м месте в стране и тоже на 1-м месте в Дальневосточном федеральном округе. Спасибо. Сегодня я также хочу отметить огромный вклад женщин Чукотки в поддержку бойцов на фронте. Сразу же после начала военной операции, специальной военной операции, жительницы региона, всех сел, всех отдаленных сел объединились для помощи нашим ребятам. И вот Татьяна Юрьевна только что говорила о движении «Теплозов». Помимо того, что это очень важные вещи для фронта, это и чувство бойца, когда ему что-то важное пришло из дома. Это очень дорогое, и это очень сильно мотивирует. Спасибо большое Теплозову, спасибо большое ребятам, узелкам Победы за эту работу. Это неоценимо. Дорогие друзья, наши женщины – настоящие движители развития сел, городов, поселений Чукотки. И я бы хотел сказать, вот с точки зрения, как это видят люди, да, с точки зрения поддержки людей, в Совете Федерации, в Государственной Думе Российской Федерации нас представляют женщины. Дорогие женщины, мы всегда готовы максимально поддержать все ваши инициативы. Я желаю плодотворной работы форуму. Всем здоровья вам, здоровья и добра вашим семьям. Спасибо большое. Спасибо вам, Владислав Гарьевич, за участие, за такую активную поддержку и создание условий для женщин Чукотки. Коллеги, в нашем форуме принимает участие еще одна выдающаяся женщина, без преувеличения, заместитель министра обороны Российской Федерации, статс-секретарь, руководитель Фонда «Защитники Отечества» Анна Евгеньевна Цивилева. Анна Евгеньевна, спасибо, что вы с нами. Прошу вас на трибуну. Приглашаю. Коллеги, вы знаете, что Фонд «Защитники Отечества» главный у нас по комплексной поддержке участников специальной военной операции, их семей. И, конечно, Анна Евгеньевна за это время создала очень такую мощную систему, структуру, команду, которая занимается этой важной работой в России. Пожалуйста, Анна Евгеньевна, вам слово. Добрый день, уважаемая Валентина Ивановна, Алексей Олегович, уважаемые участники пленарного заседания, дорогие, любимые женщины. Особенно хочу поприветствовать женщин с Севера. И начну, наверное, свое выступление с очень значимой цитаты, актуальной цитаты. «Масса без объединения бессильна, а объединение без знания, идеи, целеполагания бесполезно». И сегодня нас объединяет Север, а укрепляет это единство женщина. И, наверное,
закономерно, что и в Государственном фонде «Защитники Отечества», который был создан по указу президента и призван помогать, поддерживать наших участников, которые возвращаются к мирной жизни после специальной военной операции, а также поддерживать семьи погибших и пропавших без вести героев. Из 4500 социальных координаторов 80% это именно женщины. Это мамы, жены, дочери наших героев. Это общественные организации и волонтеры. И, наверное, может быть символично, но именно женщина становится помощником и тем фундаментом, опорой для наших героев, а зачастую и смыслом их жизни, смыслом защиты и стремления к победе. Я хочу поприветствовать и поблагодарить наших уважаемых, дорогих женщин Севера за их стойкость, за силу их характера, при этом безграничную доброту, душевность и женственность. Берегите себя, будьте счастливы, и пусть в каждом доме, в каждой семье будет мир и благополучие. Поэтому большое спасибо, Валентина Ивановна, за ваше внимание к женской повестке, за вашу поддержку Фонду «Защитники Отечества», потому что действительно, пока мы едины, мы непобедимы. И очень приятно, что женщины сегодня действительно собрались в таких красивых одеждах. Недавно мы провели фестиваль, который назвали «Женское сердце России», который прошел как раз, объединил наши субъекты Дальневосточного федерального округа. Это женщины-участницы, мамы и жены погибших героев, которые представляли не только Фонд «Защитники Отечества», но и несли свои традиционные ценности, культуру, особенности еды. И все это было действительно очень многообразно и объединяюще. Поэтому спасибо и работаем вместе, идем по жизни вместе. Спасибо. Уважаемая Анна Евгеньевна, спасибо вам на самом деле за великую работу, которую проводит фонд и под вашим руководством. Уважаемые друзья, слово предоставляется директору Государственного бюджетного учреждения «Сахалинский туристско-информационный центр», выпускнице программы подготовки управленческих кадров для Госслужбы Института развития Дальнего Востока и Арктики Муравьева-Амурский 2030 Виктории Николаевне Ступиной. Виктория Николаевна после завершения обучения по программе переехала из Сочи в Южно-Сахалинск, твердо решив применить полученный ранее опыт работы на знаменитом курорте Краснодарского края Красная Поляна в условиях Сахалинской области. Мы рады вас приветствовать. Пожалуйста, вам слово, уважаемая Виктория Николаевна. Здравствуйте, уважаемая Валентина Ивановна, Алексей Олегович, участники форума. Позвольте с вами поделиться моей историей переезда из Сочи в Южно-Сахалинск. Я с детства мечтала работать в туризме, ведь, на мой взгляд, это работа мечты, путешествия, эмоции довольных туристов, динамика и возможность открывать новые горизонты. Закончила университет в Иркутске и переехала на главный курорт страны, город Сочи, и 10 лет там благополучно прожила. Переломным моментом в 2023 году стало поступление на программу подготовки управленческих кадров для целей Дальнего Востока, а сейчас уже и Арктики, Муравьев-Амурский 2030. За время обучения на программе я открыла для себя мир сильных людей, амбициозных масштабных проектов и чувство опоры на ближний круг единомышленников. Мы с ребятами до сих пор общаемся, обмениваемся мнениями, делимся лайфхаками из жизни. И мне очень ценно и приятно видеть в зале часть девушек, которые также закончили эту программу, и мы друг друга поддерживаем здесь. На самом деле я не одна, кто переехал жить на север. Нас много, и с каждым выпуском становится больше. Сейчас уже проходит обучение 5-й выпуск.
По итогам обучения приняла решение круто поменять свою жизнь и переехать из Сочи аж на Сахалин и Курилы. Я могу честно сказать, что изначально, когда эта идея возникла, это все выглядело как авантюра. Я помню, когда пришла с подписанным заявлением к своему директору на курорте, он, честно говоря, был шокирован, сначала не поверил, но потом в итоге отпустил с миром и подписал, и до сих пор помогает советам. Конечно, вы спросите, в чем же секрет, что повлияло на меня? Я скажу, что на меня повлияла региональная команда. Вот когда я познакомилась с людьми, я поняла, что вот все, другого варианта быть не может. Сахалинская область, я вообще влюблена в Сахалинскую область, идеальный регион для жизни и работы. Зеленый город-курорт с первоклассным сервисом, качественным образованием, медициной. У нас моют улицы, чистый город. В общем, всех зову в гости, кто еще не был, приезжайте, кто был, приезжайте еще раз. Вот. Ну, собственно, работаю я в прекрасной сфере, в туризме. Если говорить про сферу, что у нас развивается? Развивается медицинский туризм. Сейчас мы начали развивать активно. Я вот, собственно, являюсь частью этого проекта. У нас много разных историй бальнеологических. Минеральная вода, грязи, термальные источники, лечебная косметика, БАДы. В общем, можно говорить бесконечно. Прекрасная природа. Самый большой остров самой большой страны находится у нас. И это остров Сахалин. Вот. Также 3 сентября 1945 года на острове Шумшу, это северные Курилы Сахалинской области, закончилась Вторая мировая война. Между прочим, мы тоже развиваем патриотический туризм. Ну а еще у нас начинается день и много всего интересного. Среди проектов, с которыми на данный момент работаю, это единое туристическое окно Go Сахалин, то есть приезжая к нам в регион, вы просто вбиваете в интернете и подбираете все, что нужно туристу. План мероприятий различный, событийный. Ну и, конечно, в заключении я хотела бы сказать слова благодарности, приглашения Совету Федерации за рекомендацию Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики и за доверие и поддержку региональной команде Сахалинской области. Я точно знаю, что впереди у Дальнего Востока и Арктики очень большие перспективы, а наша общая задача – воплощать эти мечты в жизнь. Спасибо за внимание. С такой любовью, теперь уже к родной сахалинской земле, с такой эмоцией, вот хочется всем встать и тут же вместе с вами полететь на Сахалин. Так что туристическая отрасль Сахалина обречена на успех. Коллеги, сейчас я хотела бы предоставить слово основателю проекта «Этнокомплекс ОДО» Республики Саха-Якутия Дарье Ивановне Неустроевой. Дарья Ивановна – мама 5 детей. Вместе с семьей оформила 5 дальневосточных гектаров в Томпонском районе и построила туристическую базу в 607 километрах от трассы Колыма. Туристический центр посещают не только российские, но и иностранные туристы. Дарья Ивановна, пожалуйста, вам слово. Расскажите об истории своего успеха. Спасибо за предоставленную возможность. Уважаемая Валентина Ивановна и Алексей Олегович, уважаемые участницы и гости форума, я с крайнего севера, и мой дом – это этнокомплекс ОДО в горах Восточной Хандыги, среди величественных верхоянских хребтов суровой и прекрасной Якутии. И для меня сегодня большая честь говорить от лица севера, от лица традиций, которые живут не только в музеях, но и в наших семьях, в наших руках. Я основатель и владелец этнокомплекса ОДО. Для меня это не просто бизнес, а пространство, где мы передаем и собираем то, что веками формировало характер северян. Уважение и любовь к природе, умение выживать и оставаться человечными, способность объединяться. По профессии я юрист, многодетная мама. Долго работала в офисе и поняла, что жизнь летит мимо, и уволилась в один прекрасный день в никуда. К
тому времени уже была безумно влюблена в наши горы. Мое первое восхождение помню как вчера. Я дико боялась высоты, но заставила себя подняться на пик горы и переродилась. И тогда и родилась мечта. Создать нечто неповторимое, что будет передаваться из поколения в поколение. На тот момент я переродилась и поняла, что сделай в этой жизни больше то, что больше всего боишься, и обретешь свободу. Я действительно обрела свободу. В феврале 23 года, благодаря программе «Дальневосточный гектар», мы оформили первые гектары вместе с семьей. Мечта стала целью. А в июне того же года мы с семьей оставили зону комфорта и переехали в дикую горную местность, где ближайший населенный пункт находится в 125 километрах от нас. Рядом знаменитый полюс холода. Передо мной был чистый лист, и на этом листе я решила написать историю успеха своей семьи. Было непросто. Стройка вдали от цивилизации, жизнь в вагончике, доставка материалов, суровые климатические условия. Но я вспоминаю пословицу «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Именно поддержка большой семьи, друзей и близких и сотни благодарных гостей помогли преодолеть все трудности. Мы не просто построили за эти 3 года бизнес с нуля, мы создали особенное место силы, где люди отдыхают душой и прикасаются к удивительной природе Дальнего Востока. Сегодня наша ОДО – единственная в республике круглогодичная турбаза в горах на высоте 700 метров над уровнем моря. Вокруг Верхоянские хребты, рядом протекает чистейшая минеральная река Восточная Хандыга. И в шаговой доступности от нас великолепные водопады и ледники. Цифры говорят сами за себя. За эти 3 года нас посетили более 10 тысяч туристов. И не только нашей страны, но и из зарубежья. Это с Китая, Бали, Германии, Америки, Турции, Мексики и так далее. Мы охватываем практически на сегодня все виды туризма, от экотуризма и семейного отдыха до делового и спортивного. Впереди очень много планов, и они идут от самого сердца. Один из них – создание пансионата для пожилых людей, настоящих хранителей традиций наших. Их опыт, знание языка, ремесел и тайги не заменят никакие учебники. И именно они будут создавать не просто сервис, а атмосферу родового дома, где каждого гостя будут встречать с душой. Наша мечта масштабируется. Впереди у нас задача создания целого этногородка. Это будет не просто расширение базы, а новая точка на карте Дальнего Востока. Живое поселение, вписанное в горный ландшафт с огромной любовью. На 5 гектарах мы уже осваиваем территорию, движемся дальше. И это не завоевание земли, а бережное пробуждение и продолжение природы. Освоение новых территорий для нас – это в первую очередь глубокое уважение и любовь к родной земле и желание ее оставить цветущей и живой для следующих поколений. И наше самое главное, наше семейное дело уже подхватывают наши дети. Они видят, как мы пишем историю своей семьи на чистом листе и растут с пониманием, что ОДО – это не просто бизнес, а любовь к своей земле, к корням, к традициям. И я уверена, они продолжат этот путь и понесут нашу мечту еще дальше. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто помогал делом, советом, поддержкой. Сегодняшняя реальность – это результат титанической работы многих активных, трудолюбивых, прекрасных и добрых людей. Спасибо всем им за доверие, за то, что поверили моей мечте. Подводя итог, скажу, позавчера это была мечта, вчера цель, а сегодня это реальность. Мечтайте, мечты сбываются. Верьте в себя, действуйте. И пусть ваша мечта, как и моя, найдет свою землю. Всем спасибо за внимание. Дарья Ивановна, вы знаете, что вы потрясающая женщина, необыкновенной красоты. Коллеги, ну,
Ну кто еще мог поднять? Вот 5 гектар, сотни километров вообще. И такой реализовать колоссальный проект. Теперь у вас есть один хороший знакомый, министр по развитию Дальнего Востока. Да, и вы удачно приехали в Москву, удачно выступили. Я только что министру говорю, немедленно посмотрите проект и окажите всю помощь и поддержку, чтобы другие тоже так же развивались. Спасибо. Огромное спасибо всем. Ну просто, коллеги, вот душа радуется. Молодец, спасибо. Спасибо. И вам, и вашему супругу, и детям успехов, счастья и добра. Спасибо. Да. Все, вы попали на ОДО, это точно. Да, я хотела спросить, извините мою необразованность, ОДО, почему ОДО? Можно, да. Все знают, что такое, почему названо ОДО? Дарья Ивановна, расскажите, пожалуйста. Это очень интересно. Мне приснился сон. И в этом сне я узнала, что я из рода ОДО. Это был вещий сон. Понятно. Какой у вас род знаменитый? И как вы его теперь прославляете? Спасибо. Спасибо. Коллеги, пора завершать. Когда мы собираемся, у нас столько тем для обсуждения интересных, эмоций. Думаю, что давайте мы дискуссию закончим на этом. У нас предстоят еще 2 дня, насыщенная деловая программа. Кто не сумел выступить, у вас будет возможность высказать свои предложения, поделиться своими историями успеха. А сейчас я предлагаю перейти к церемонии торжественного награждения лауреатов премии Евразийского женского форума «По зову сердца». Передаю слово ведущему церемонии, пожалуйста. Спасибо, Валентина Ивановна. Добрый день. Позвольте начать торжественное награждение лауреатов премии Евразийского женского форума «По зову женского сердца». Лауреаты этого года – это координаторы проектов Совета Евразийского женского форума по поддержке женщин с Севера. Лауреатом становится проект Совета Евразийского женского форума «Женщины в социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Арктики». Награду получает координатор проекта, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Рамиловна Нургалиева. Давайте познакомимся с проектом и, внимание, на экран. Земли бескрайних просторов, суровой красоты и особой силы. Здесь живут люди несгибаемой воли, и среди них женщины, которые становятся основой движущей силы перемен. Они руководят школами и больницами, развивают предпринимательство, воспитывают детей, объединяют сообщества и меняют жизнь к лучшему. Проект «Женщины в социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Арктики» под руководством Эльвиры Нургалиевой помогает женщинам раскрыть свой потенциал и стать лидерами изменений. Масштаб проекта поражает. В программе «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» уже приняли участие более 300 женщин, которые разработали свыше 50 социальных проектов. В образовательной программе «Управление развитием городов» 63% участников – женщины, а в программе «Управление креативными пространствами» 55%. Особое внимание проект уделяет поддержке семьи и материнства. Уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше, чем по стране. Сохраняется многодетность. Эльвира Рамиловна объединяет большие государственные задачи с искренним вниманием к людям. За цифрами и стратегиями она видит человеческие истории и понимает, развитие территорий невозможно без доверия и участия женщин, которые здесь живут, трудятся и искренне любят свою родину. А ваши аплодисменты, уважаемая Валентина Ивановна, Алексей Олегович, просим вас наградить лауреата. Фотография на память.
Спасибо большое. На самом деле работа с женщинами Дальнего Востока Арктики – это очень благодатное дело, потому что природа, климат Севера заставляет быть женщинами кооперативными, совместными и делает их очень пассионарными. История Дальнего Востока и Севера привлекла сюда только самых авантюрных, смелых, решительных женщин, и только такие здесь остались. И поэтому в ДНК каждой из вас, дорогие подруги, уже это сила воли, смелость, яркость, глубокая культура, которая позволяет нам всем вместе делать такие большие, масштабные и важные вещи на Дальнем Востоке. Я благодарю за награду и, Валентина, вас благодарю за этот пример и возможность нам так объединяться и действительно работать одной очень сильной, сплоченной, искренней, эмоциональной командой под вашим руководством. Всех благодарю. Спасибо. Под аплодисменты провожаем вас в зал. Лауреатом премии Евразийского женского форума по зову женского сердца становится проект Совета Евразийского женского форума «Женщины Севера за сохранение традиций и устойчивое развитие территорий». Награду получает координатор проекта, член Комитета Совета Федерации по международным делам, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по Дальневосточному федеральному округу Анна Ивановна Отке. Ваши аплодисменты. Познакомимся с проектом. Внимание на экран. Север, Сибирь, Дальний Восток. Здесь веками коренные народы живут в гармонии с суровой природой, в ритме древних традиций. И главной хранительницей этого богатого наследия является женщина. Проект «Женщины Севера за сохранение традиций и устойчивое развитие территорий» объединяет тех, кто в суровых условиях бережет традиции, растит детей, ведет хозяйство и неравнодушен к культуре и судьбе своего народа. Идея создания проекта возникла после первого форума «Женщин Севера». Под руководством Анны Отке проект помогает возрождать и развивать родные языки, сохранять древние ремесла, фольклор, обряды и национальную кухню. Он о силе традиций и о том, как, бережно храня свои корни, можно уверенно идти вперед. Ваши аплодисменты. Уважаемая Валентина Ивановна, Алексей Олегович, просим вас наградить лауреата. Анна Ивановна Отке. Фотография на память. А ваши аплодисменты, Анна Ивановна, позвольте предоставить вам слово. Уважаемая Валентина Ивановна, дорогие сестры, подруги, в год единства народов России такую награду получить особенно почетно, потому что, по сути, это признание важности вклада женщин коренных народов в развитие всей страны. Благодарю Евразийский женский форум и лично Галину Николаевну Карелову за поддержку в реализации проекта «Женщины Севера за сохранение традиций». А наш с вами форум «Женщин Севера» – это сбывшаяся мечта хрупкой северянки Вейсаловой Нины Глебовны. И в целом наш проект объединяет женщин, которые живут от Чукотки до Мурманска. Валентина Ивановна, женщины-северянки дали мне наказ говорить о хорошем, но озвучивать и проблемы. И одна из таких проблем, которая очень поддерживается ее решение Советом Федерации, это вопрос транспортной доступности. В Москву из регионов добраться достаточно легко, тем более благодаря Министерству развития Дальнего Востока такая дорога и билеты субсидируются. Спасибо большое. Но внутри регионов выбраться из сел в центральные аэропорты достаточно трудно, а если едет семья, то и неподъемно. И особенно это важно в отпускную пору. И, конечно же, вопрос регулирования тарифов
внутренних авиаперевозок и субсидирования для нас, законодателей, для органов государственной власти, вопрос один из самых важных. Валентина Ивановна, северянки также поручили мне еще передать вам большой привет и вручить вам сборник произведений победителей Всероссийского конкурса «Голос Севера». Это, кстати, дорогие друзья, тоже результат работы прошедшего форума женщин Севера в поддержку развития родных языков коренных народов, который проводился при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока и Центра традиционных знаний и языков коренных народов. На Севере жить, а форуму быть. Спасибо. Анна Ивановна, спасибо. Аплодисментами провожаем вас в зрительный зал. Лауреатом премии Евразийского женского форума по зову женского сердца становится проект Совета Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов». Награду получает координатор проекта, председатель наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Единый волонтерский центр» Евгения Владимировна Чибис. Рассказ о проекте на экране. Смотрим. Когда суровая волна уносит к горизонту корабли, а долг зовет мужчин на защиту Родины, именно несгибаемый дух женщин держит на плаву целые города. Они стали надежным тылом для своих мужей и опорой для страны. Проект «Женщины и их роль в развитии флотских городов» дарит женщинам силу, голос и возможность действовать. Проект стартовал с Северного флота в Мурманской области как региональное мероприятие для женщин ЗАТО и арктических военных гарнизонов. Но постепенно проект подхватили и другие флотилии. Сегодня он объединяет все регионы присутствия военно-морского флота страны. А сердце проекта – всероссийское движение «Звезда Севера». Под руководством Евгении Чибис проект представляет собой целую экосистему взаимоподдержки, образовательных программ, участия в реализации социально значимых проектах, сотрудничества и создания женских сообществ. Ежегодно в нем участвуют до 5000 женщин, жен военнослужащих, близких защитников Родины. За 6 лет участницы объединенной гражданской позиции создали и вывели на новый уровень десятки важных инициатив. Евгения Владимировна также преподает в Мурманском арктическом университете и является специалистом по международному сотрудничеству в Арктике. Она вдохновляет женщин быть успешными, развивая общую созидательную силу. Валентина Ивановна, Алексей Олегович, просим вас наградить лауреата. Евгения Владимировна Чибис. Фотография на память. Евгения Владимировна, вам слово. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Алексей Олегович, спасибо огромное за признание нашей работы. Когда я 7 лет назад попала на Север, я думала, что это новый вызов. Оказалось, это новая возможность. И сегодня я хочу поблагодарить своего наставника Галину Николаевну Карелову, которая первая услышала и поверила в наш проект «Женщины и их роль в развитии флотских городов». И инициативы простых жен военнослужащих сегодня выходят на всероссийский уровень. Спасибо за то, что у меня получается делать то, что любишь. Получается вести за собой, потому что веришь в это. И получается продолжать наши проекты, потому что я чувствую поддержку и чувствую, что люди идут за мной, эту меру ответственности. Спасибо моим девчонкам. Я вас люблю. Без вас ничего бы не получилось.
Спасибо. А наши аплодисменты, Евгения Владимировна, спасибо вам. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Алексей Олегович, друзья, пленарное заседание мы хотим завершить творческим номером, чтобы подарить вам вдохновение на дальнейшую работу. На сцене сводный хор женщин Севера. Ваши аплодисменты. По зову женского сердца объединим наши силы, чтоб развивалась достойно и процветала Россия. Мы друг на друга похожи все, ярким пламенем светим мы, вместе сделаем лучший мир, чтоб передать нашим детям. Воплощаем все мечты в реальность, вдохновляем своей силой веры, прогоняя прочь усталость, открываются любые двери. Все это мы, женщины нашей страны, меняем к лучшему мир, решимостью наделены, по зову женского сердца мы женщины лучшей страны, нет недостижимых вершин, прогресс и науки прорыв, по зову женского сердца. Единой сильной командой мы ежедневной работой свою страну развиваем, пройдя наш путь благородно, мы несем культуру традиций, мы все преграды осилим. Пусть вся планета гордится упорством женщин России. Когда мы вместе, мы можем все и всегда, ведь у каждой из нас своя суперсила. Посмотри, как расцветают наши города, и люди день за днем становятся счастливее. На мировой арене ярче нет и недостойней российских женщин. Это точно. Наши глаза горят, наши сердца в унисон. Идем вперед, плечом к плечу, с верой в успех и добро. Все это мы, женщины нашей страны, меняем к лучшему мир, решимостью наделены, по зову женского сердца мы женщины лучшей страны, нет недостижимых вершин, прогресс и науки прорыв, по зову женского сердца. Все это мы, женщины нашей страны, меняем к лучшему мир, решимостью наделены, по зову женского сердца мы женщины лучшей страны, нет недостижимых вершин, прогресс и науки прорыв, по зову женского сердца. Ваши аплодисменты, сводный хор женщин Севера. А на этом пленарное заседание Север объединяет роль женщин в укреплении единства народов России завершено. Желаю вам продуктивных рабочих дней на втором форуме женщин Севера.